Представь себе остров у побережья Бразилии, где на каждый квадратный фут приходится по одной, а иногда и по нескольку смертельно ядовитых змей. Это не преувеличение и не легенда. Это реальность острова Кеймада-Гранди, более известного как остров Змей. Его площадь всего около 16 квадратных миль, но он полностью недоступен для посещения обычными людьми. Даже бразильским военным и исследователям разрешено ступать на остров только с особого разрешения и в присутствии врача. Почему же этот клочок земли стал настолько смертоносным? Примерно 11 тысяч лет назад уровень океана поднялся и отрезал остров от материка. Оставшиеся на нем змеи в изоляции от других хищников и без доступа к млекопитающим эволюционировали в уникальный подвид – островного ботропса. Это не просто ядовитая змея. Ее яд настолько мощный, что буквально растворяет ткани. Он действует в несколько раз быстрее и агрессивнее, чем у материковых родственников. Биологи утверждают, что жертва ботропса может умереть в течение нескольких минут после укуса, а при несвоевременном лечении даже за 2. На пляже змеи выползают греться на солнце. На деревьях они свисают с ветвей, охотясь на птиц. А в зарослях и под камнями кишат целые клубки этих пресмыкающихся. Никакой обуви и защитной одежды недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. И хотя для науки это место бесценно, ведь позволяет изучать эволюцию в изоляции, для человека это смертельная ловушка. Именно поэтому правительство Бразилии официально запретило приближаться к острову. И, судя по всему, это одно из тех редких решений, которое абсолютно верно. Но если ты думаешь, что смертельная опасность прячется только в джунглях и на экзотических островах, следующая история разрушит этот стереотип. Чернобыль — это не просто заброшенный город. Это символ катастрофы, которая изменила представление всего человечества о радиационной угрозе. Основанный в начале 70-х годов как город-спутник Чернобыльской АЭС, он должен был стать образцовым местом для молодых семей. Но 26 апреля 1986 года все изменилось. После взрыва на 4-м энергоблоке жители Чернобыля были срочно эвакуированы. 50 тысяч человек покинули свои дома за один день. Им сказали, что уезжают на несколько дней, но никто из них уже никогда не вернулся жить обратно. Сегодня Чернобыль — это руины, заросшие деревьями, проросшими сквозь бетон. Аттракционы парка, открывшегося в день аварии, стоят замерзшими. В квартирах до сих пор можно увидеть игрушки, книги и личные вещи, которые люди не успели забрать. Радиационный фон в большинстве зон уже не представляет мгновенной опасности, но излучение все еще проникает в почву, воду и воздух. Ученые утверждают, что для полноценного возвращения людей в зону отчуждения радиусом около 19 миль пройдет не менее полувека. Парадокс в том, что сегодня Чернобыль стал объектом черного туризма. Люди приезжают сюда, чтобы почувствовать дыхание постапокалипсиса. А для кого-то это место напоминает о том, насколько легко можно потерять все. Но если ты думаешь, что радиация — главная экологическая угроза, тебе стоит увидеть следующую локацию. Там опасность разлита по воде. И миллионы людей продолжают жить прямо в ней. На первый взгляд, река Читарум в Индонезии может показаться просто грязной, но это лишь малая часть проблемы. Это одна из самых загрязненных рек на планете, где вода опасна даже при прикосновении, не говоря уже о том, чтобы ее пить или использовать для приготовления пищи. В бассейне этой реки проживает около 5 миллионов человек, и многие из них ежедневно взаимодействуют с этой водой. В нее сбрасываются отходы от более 2000 промышленных предприятий, большинство из которых текстильные фабрики. Химикаты, тяжелые металлы, красители и кислоты выливаются напрямую, без какой-либо фильтрации. По экологическим данным, концентрация свинца в воде превышает допустимую норму в 1000 раз, а уровень фекальных бактерий в 5000 раз. Местные жители страдают от целого спектра заболеваний. Дерматиты, хронический бронхит, раковые опухоли, задержка развития у детей. Рыбы в реке почти не осталось. До 60% популяции уничтожено. Властями и международными организациями уже не раз запускались проекты по очистке Читарума, включая выделение сотен миллионов долларов. Но местные активисты утверждают, что многие фабрики продолжают сливать отходы по тайным трубам. И пока это не изменится, река будет оставаться источником болезней и смерти. Впрочем, ты удивишься, но есть места, где вода чиста, воздух свеж. И все равно дышать им опасно. Лахор, Пакистан. Второй по численности город страны и один из самых опасных по качеству воздуха в мире. Здесь воздух не просто тяжелый, он ядовитый. Визуально ты можешь подумать, что это туман. Но это смог. Густой, насыщенный, с резким химическим запахом, вызывающим жжение в носу и горле. Причина в соединении нескольких факторов. Выхлопные газы, сжигание сельхозотходов, выбросы заводов. Все это накапливается в безветренной атмосфере мегаполиса, превращая его в гигантскую газовую камеру. Индекс загрязнения воздуха здесь часто превышает 340 единиц. Это опасный уровень, при котором даже здоровым людям не рекомендуется выходить на улицу. А для детей, пожилых и больных это смертельно опасно.
Люди здесь живут в хроническом стрессе, потому что с каждым вдохом получают удар по легким. Уровень заболеваний органов дыхания за последние 10 лет вырос в разы. А маски и очистители воздуха доступны лишь немногим, остальным остается дышать и надеяться. Но что, если опасность не под ногами, не в воде и не в воздухе? Что, если она ждет тебя там, где, кажется, весь мир у твоих ног? Эверест. Самая высокая точка на Земле. Гора, которую покоряют сильнейшие, но не все возвращаются. Именно здесь, на высоте более 26 тысяч футов, начинается так называемая зона смерти. Территория, где человеческий организм буквально разваливается изнутри. На этой высоте воздух содержит лишь треть привычного количества кислорода. Сердце начинает бешено колотиться, мозг страдает от нехватки питания, а каждое движение дается с адской болью. Даже опытные альпинисты совершают фатальные ошибки, теряют ориентацию, падают, обмораживаются. Многие погибают во сне, просто перестают дышать. За всю историю восхождения на Эверест погибло более 300 человек. Тела многих из них до сих пор лежат вдоль маршрута, и некоторые используются как ориентиры. В этом ледяном аду нет ни врачей, ни спасателей. Каждый шаг – это выбор между жизнью и смертью. И все же, несмотря на это, тысячи людей ежегодно платят десятки тысяч долларов, чтобы бросить вызов Эвересту. Что ими движет? Глупость? Гордость? Или стремление оставить след на вершине, где следы держатся вечно? В Индонезии, на севере острова Суматра, возвышается гора Синабунг. Веками этот вулкан считался спящим, и местные жители строили деревни прямо у его подножия, считая его безобидным соседом. Но в августе 2010 года природа напомнила о себе самым жестким способом. После 4 столетий молчания Синабунг начал извергаться. Сначала это были скромные выбросы пепла, но с каждым месяцем активность усиливалась. Начались лавовые потоки, мощные взрывы и огненные облака, которые закатывали небо над деревнями. Один за другим десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, оставив все имущество позади. Вулкан не успокоился, он извергался снова и снова в 2012, 2014, 2017 и 2020 годах. Каждый раз с новой силой. Пепел поднимался на высоту до 2 миль, а раскаленные камни сыпались на километры вокруг. После особенно мощного выброса в феврале 2014 года окрестности стали почти необитаемыми. Синабунг остается активным и по сей день. Его непредсказуемость пугает, ведь точно предсказать следующее извержение невозможно. Но многие местные жители все же возвращаются, рискуя всем, лишь бы жить на плодородной, но смертельно опасной земле. Однако стихия бушует не только в виде лавы. Есть места, где она принимает более коварную форму, когда с неба спускается ураганный ужас. Центральная часть Соединенных Штатов известна всему миру как торнадо-аллея. Это географическая полоса, проходящая через Техас, Оклахому, Канзас, Небраску и части Южной Дакоты. Здесь торнадо не исключение, а часть повседневной реальности. Ежегодно фиксируется около 1000 смерчей. Некоторые из них уничтожают все на своем пути. Причина в уникальном климатическом перекрестке. С юга поднимается горячий и влажный воздух с Мексиканского залива, с севера опускаются холодные и сухие воздушные массы из Канады. На пересечении этих потоков формируются мощные грозы, порождающие торнадо. Одним из самых разрушительных был смерч, прошедший по городу Андовер в Канзасе весной 2022 года. Он пронесся по жилым кварталам, срывая крыши и унося дома, как игрушки. Уровень разрушений достиг катастрофической отметки. Более 100 построек было уничтожено за считанные минуты. Жители этих регионов живут в постоянной готовности. В каждом доме предусмотрен подвал, убежище, а системы сирен предупреждают о надвигающейся угрозе. Но даже эти меры не гарантируют безопасность. Все решают секунды. А есть такие места, где, несмотря на райские виды, укрыться не получится вообще. Потому что весь остров — это ловушка Фрейзер, самый крупный песчаный остров на планете, расположенный у восточного побережья Австралии. С высоты птичьего полета он выглядит как туристическая открытка. Белые пляжи, лазурная вода, мангровые леса. Но за этой красотой скрывается настоящая зона выживания. Здесь обитает 47 видов млекопитающих, 79 видов рептилий и множество насекомых, включая одних из самых ядовитых пауков в мире. А главное — дикая популяция собак динго. Эти рыжие хищники на первый взгляд напоминают обычных собак, но на деле это стайные и абсолютно дикие охотники. Нападения на туристов здесь происходят регулярно, и хотя кемпинги огорожены заборами с электричеством, динго находят способы пробраться внутрь. По всему острову развешаны предупреждения: не кормить, не приближаться, не пытаться убежать. Дополняют картину ядовитые змеи и пауки, включая длиннозубого паука Гарри, одного из самых опасных в Австралии. А песчаные дюны, постоянно перемещающиеся, могут поглотить человека за считанные минуты. Каждый шаг по Фрейзеру — это проверка на бдительность. И здесь уже не важно, насколько ты подготовлен. Все может решить случайный взгляд, жест или движение. Если ты думаешь, что это предел природной жестокости, ты ошибаешься. Есть место, где сама гора убивает
Аннапурна – вершина в Гималаях, высотой более 26 тысяч футов. Несмотря на свою красоту, это самая смертоносная гора в мире. Процент смертности среди тех, кто пытался ее покорить, шокирует. Каждый третий не возвращается. Причина в сложнейшем рельефе, постоянных лавинах и непредсказуемой погоде. Даже опытные альпинисты признают, Аннапурна требует больше, чем просто выносливость. Она требует жертв. Подъем по крутым снежным склонам под непрерывными снежными обвалами превращается в игру со смертью. Первая успешная экспедиция сюда состоялась в середине 20 века, и с тех пор многие пытались повторить этот подвиг. Но гора не прощает ошибок. Низкое давление, обморожение, снежная слепота – все это только верхушка айсберга. Сотни тел навсегда остались на склонах Аннапурны, из-за суровых условий даже спасательные работы здесь почти невозможны. Это место, где сбываются худшие кошмары любого альпиниста. Но если ты думаешь, что опасности поджидают только в горах или в дикой природе, знай, есть город, где даже воздух стал оружием. Норильск – индустриальное сердце российской Арктики и один из самых загрязненных городов на планете. Здесь зима длится 9 месяцев, а температура может опускаться ниже минус 60 по Цельсию. Но холод не самое страшное, гораздо опаснее – воздух. Город построен вокруг гигантского металлургического комплекса, перерабатывающего никель, медь и кобальт. В атмосферу выбрасываются сотни тысяч тонн диоксида серы, тяжелых металлов и прочих токсинов. Это загрязнение уничтожило все леса в радиусе десятков миль. Земля здесь мертвая. По официальным данным, уровень онкологических и респираторных заболеваний в Норильске значительно выше, чем в среднем по стране. Снег зимой здесь часто черного цвета. Летом же можно увидеть, как оседает пыль желтого и зеленого оттенков. И все же, несмотря на все это, в Норильске продолжают жить десятки тысяч людей. Для кого-то это родина, для кого-то единственная возможность заработать. Но в следующей истории мы отправимся туда, где воздух горяч, кислотный и способен убить безо всякой промышленности. Данакильская впадина в Эфиопии выглядит так, будто это кадры с другой планеты. Серные фонтаны, кислотные озера, ярко-желтые поля, испаряющие хлор и сероводород. Это одно из самых экстремальных и негостеприимных мест на всей Земле. Расположенная в северной части Афарской котловины, впадина уходит на 400 футов ниже уровня моря. Здесь нет дождей, зато среднегодовая температура не опускается ниже 93 градусов по Фаренгейту. В такие условия человек может попасть разве что на краткий срок, иначе начнут отказывать органы. Территория кишит вулканами и гейзерами, из которых вырываются потоки газа с невыносимым запахом гнили и металла. Кислотность воды в некоторых источниках настолько высокая, что в них растворяются даже кости. По этой же причине птицы, случайно падающие в местные озера, гибнут почти мгновенно. Местные племена, живущие на окраинах впадины, веками добывают соль в этих условиях. Это тяжелый и опасный труд. А ученые, изучающие экстремальные формы жизни, называют Данакиль аналогом Марса. Но если ты думаешь, что худшее позади, тебя удивит, что даже в открытом море можно оказаться лицом к лицу с вооруженными преступниками. Аденский залив, соединяющий Аравийское море с Красным, стал в начале 2000-х годов настоящей зоной боевых действий. Но речь идет не о государствах, это были современные пираты из Сомали. На фоне гражданской войны, безработицы и отсутствия экономики многие жители прибрежных деревень начали заниматься морским разбоем. Маленькие быстрые катера с вооруженными людьми атаковали крупные торговые суда, захватывали экипажи и требовали выкуп. Порой суммы достигали миллионов долларов. Вершиной пиратской активности стал период между 2008 и 2011 годами. Тогда в заливе были захвачены десятки кораблей, включая нефтяные танкеры. Моряков держали в плену неделями и месяцами. Некоторые не вернулись вовсе. Ситуация изменилась лишь после того, как международные силы получили разрешение заходить в территориальные воды Сомали. Совместные патрули и жесткие меры постепенно уменьшили угрозу. До сих пор суда, проходящие через этот район, используют частную охрану, колючую проволоку и даже звуковые пушки. Ты можешь плыть по идеальной погоде, с голубым небом над головой и все равно быть в шаге от захвата. И если это пугает, представь, что происходит в местах, где опасность скрыта в самих улицах. Фавелы Рио-де-Жанейро – это не просто трущобы, это целый параллельный мир, в котором свои законы, своя иерархия и свои правила выживания. Разбросанные по холмам этого знаменитого города, они представляют собой лабиринт хаотичных построек, где даже GPS не работает. За фасадами из кирпича и жести скрываются сети организованной преступности. Наркокартели делят между собой районы, контролируют население и устраивают открытые перестрелки на улицах. Полиция сюда заходит редко и только в составе спецотрядов, потому что каждая операция – это риск, равный военной миссии. Жители живут в условиях постоянной тревоги. Постороннему здесь делать нечего. Турист, случайно свернувший с маршрута, может попасть в беду за считанные минуты. Дело не только в преступности. Отсутствие инфраструктуры, медицинской помощи и стабильного водоснабжения делает жизнь в фавелах настоящим испытанием.
Тем не менее, здесь растут дети, устраиваются вечеринки, звучит музыка. Контраст между жизнью и опасностью делает эти районы особым местом, местом, где каждый день может стать последним. Дальше мы отправимся туда, где сама природа варит кипящий котел под открытым небом. В самом сердце острова Доминика, в окружении тропического леса, скрыто озеро Бойлинг. Природное чудо, одновременно прекрасное и смертельно опасное. Это не просто водоем, это затопленная фумарола, то есть вулканическое отверстие, из которого вырываются газы. Температура воды здесь достигает почти 200 градусов по Фаренгейту. Поверхность озера буквально бурлит, как в огромном котле. Воздух вокруг пропитан серой, влажный и горячий. Дышать тяжело, кожа покрывается испариной, а глаза слезятся. Озеро находится в удаленном районе, добраться сюда можно только пешком по сложной тропе длиной в 8 миль. Туристы, несмотря на сложность маршрута, стремятся сюда ради уникального зрелища. Но подходить слишком близко опасно. Под поверхностью могут быть скрытые выбросы пара, способные ошпарить за секунды. Бойлинг остается одним из самых горячих озер на планете. И это живое доказательство того, насколько тонка грань между природной красотой и смертельной угрозой. Но если в Доминике кипит вода, то в следующем месте кипит кровь, особенно у тех, кто осмеливается ступить на берег. На Северном Сентинеле, крошечном острове в Бенгальском заливе, живет одно из самых загадочных племен на Земле – сентинельцы. Они полностью изолированы от внешнего мира и, похоже, хотят сохранить это любой ценой. Любая попытка приблизиться к острову заканчивается одинаково – стрелы, копья, агрессия. Сентинельцы не идут на контакт и категорически отказываются от любых форм общения. Даже гуманитарные миссии встречались враждебно. В 2000 году правительство Индии официально запретило приближаться к острову ближе, чем на 3 мили. Считается, что это племя живет в изоляции уже более 30 тысяч лет. Они ведут образ жизни охотников-собирателей, не имеют письменности и, вероятно, никогда не видели огня, созданного искусственно. Ни одно точное фото не передает их быт, потому что все попытки наблюдения заканчивались насилием. Сентинельцы напоминают, что на планете все еще есть места, где цивилизация не просто не нужна, она смертельно опасна. Но их мир — это мир каменного века. Дальше мы погрузимся в место, которое кажется фантазией художника. Но на самом деле это одна из самых ярких и опасных природных ловушек. На глубине почти 1000 футов под мексиканским городом Найка спрятана пещера, которая больше напоминает декорации к фильму о супергероях. Это пещера кристаллов, уникальное место, где природа создала гигантские образования селенита. Некоторые из них достигают 36 футов в длину и весят более 50 тонн. Когда рабочие случайно наткнулись на эту полость в начале 2000-х годов, они были потрясены. Пещера выглядела как храм из света и стекла. Но за красотой скрывалась смертельная угроза. Температура здесь поднимается до 140 градусов по Фаренгейту, а влажность почти достигает 100%. Даже с охлаждающим снаряжением человек может находиться здесь не более 20 минут. Дольше, и начинается перегрев организма, удушье, потеря сознания. Причина таких условий – подземные термальные источники, нагреваемые магмой. До открытия пещеры эти воды поддерживали рост кристаллов в течение сотен тысяч лет. После того, как начали откачивать воду, кристаллы остановили свой рост, а сама пещера оказалась под угрозой разрушения. Сегодня это место доступно только ученым и под строгим контролем. Побывать там – редчайшая возможность. Но даже краткое пребывание в этом кристаллическом аду напоминает, природа может быть не только величественной, но и беспощадной. А дальше мы отправимся в джунгли, где опасность затаилась не в стенах пещеры, а в каждом кусте, каждой тени и каждом всплеске воды. Амазонка – великая река, питающая зеленое сердце Южной Америки. Но за ее живописными пейзажами скрывается настоящий природный кошмар. Здесь каждое существо будто создано для выживания и для охоты. В темных водах обитает черный кайман, крупнейший хищник региона, достигающий 15 футов в длину. Рядом с ним плавают стаи пираний, которые могут за считанные секунды обглодать добычу до костей. Но и это не самое страшное. В воде можно встретить электрических угрей, способных ударить током до 600 вольт. На суше тебя могут подстерегать анаконды длиной более 25 футов, ядовитые лягушки, выделяющие токсины через кожу, и скалопендры, гигантские многоножки, укус которых вызывает паралич. А еще здесь живут племена, до сих пор не имеющие регулярного контакта с внешним миром. Некоторые из них настроены так же недружелюбно, как и их соседи по джунглям. Амазонка – не место для случайных гостей. Здесь правит природа, и она не прощает ошибок. Но, увы, есть места, где ошибки допустили сами люди, и теперь их исправить практически невозможно. Фукусима – это слово навсегда вошло в список тех, что вызывают тревожный холод. 11 марта 2011 года в Японии произошло мощнейшее землетрясение, за которым последовало цунами. Волны разрушили систему охлаждения на АЭС Фукусима-1, что привело к катастрофическому выбросу радиации. В
течение нескольких дней произошли взрывы на 3 из 6 реакторов, расплавилось ядерное топливо и в атмосферу попали радиоактивные изотопы. Сотни тысяч людей были эвакуированы. Создана 30-километровая зона отчуждения. Радиация пропитала воздух, почву и воду. Прошло более 10 лет. Многие районы считаются очищенными. Но жители не спешат возвращаться. Один из поселков в зоне реконструкции, где раньше жило 8 тысяч человек, теперь насчитывает лишь около 200. Остальные не готовы рисковать. Символично, что на этих улицах все осталось, будто время остановилось. Вывески, велосипеды, школьные доски. Воздух здесь другой. И даже тишина, будто неестественно тяжелая. В этих местах видно, иногда невидимая угроза страшнее любой катастрофы. Но как быть, если угроза — это не радиация, а холод, настолько сильный, что сама жизнь начинает трещать по швам? Омикон, расположенный в Восточной Сибири. Это одно из самых холодных постоянно населенных мест на планете. Температура здесь может опускаться ниже минус 98 градусов по Фаренгейту. И это не рекордный минимум, это стабильная зима, длящаяся большую часть года. В таких условиях обычные вещи становятся невозможными. Металл прилипает к коже. Машины работают без остановки неделями, иначе не заведутся. Уличные туалеты — единственный вариант, потому что водопровод просто замерзает. Люди хранят мясо и рыбу просто на балконах, холодильник здесь не нужен. А Омикон — это не просто деревня. Это тест на выживание. Детей отпускают в школу только если температура не ниже минус 58. На улицах можно увидеть, как кипяток, вылитый из кружки, превращается в лед до того, как упадет на землю. Здесь нет места для слабости. И все же, несмотря на все, люди живут, улыбаются и встречают гостей. Но, увы, не везде гостям рады. Иногда города не мертвы от холода, они мертвы от пустоты. На просторах Китая, в провинциях, где шум мегаполисов должен был перекрывать все вокруг, стоят города без людей. Один из самых известных — Ордос, построенный для 1 миллиона жителей. Сегодня в нем живет едва ли 30 тысяч. Причина — в строительном буме, который опережал спрос. Дома, кварталы, даже мини-копии Парижа были построены авансом. Инфраструктуры не было, работы тоже. Люди покупали квартиры как инвестиции, но не заселялись. Результат — идеально ровные улицы, пустые магазины, фальшивые вывески и звенящая тишина. Тяньдучен с его Эйфелевой башней. Еще один пример. Этот район больше напоминает декорации. Без звуков, без жизни, без движения. Лишь ветер, гуляющий по фасадам, и редкие охранники. Города-призраки — это не катастрофа, а ошибка планирования. Но от этого они не становятся менее жуткими. Особенно по ночам, когда окна пустых домов смотрят в темноту, как глазницы черепов.